Ребята, доброе утро, доброе утро, доброе утро. Неужели в самом деле? Неужели в Одессе пошел снег? Ребята, значит сейчас +1. Снег мокрый, хорошо лепится. Надо срочно брать санки и идти гулять. Ой, наконец-то. Зимушка, зима. Можете поздравить нас с первым нормальным снегом. Вот так вот. Жорка, ты где? Жорка. А вот он, Жорка. Вот он, Жорка. А мы с Жоркой с утра носимся с мячиком. Да, Жорка? Позавтракали и носимся с мячиком, с любимым мячиком. Давай, 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 давай. Опа! Побежали, побежали, побежали. Сейчас у нас чистка аквариума. Да? Надо почистить аквариум. Рыбкам уже там некомфортно. Давай, давай. Сейчас немножко делами домашними позанимаемся и пойдем с Жоркой гулять на снежок. Интересно будет его реакция на снег. Ты что рычишь? Р. Р. Держи. Я достала водоросли, ребят. Вот они у меня не хотят расти. Абсолютно. Помыла их. Аквариум. Вот так вот. То свет есть, то света нет. Ой. То есть подогрев, то нет подогрева. Сегодня всю ночь света не было. У нас вчера с 4 часов, по-моему, до 11 не было света. Но вот этот вид рыб выживает. Они такие классные. Живут хорошо в наших непростых условиях. В общем-то, в 11 часов вроде как включили свет. Я ничего не выключала, ни цветы, ни рыбок. И с часу до 6 утра опять свет выключили, уже у всех выключили. Не именно у нас, у всех. Что-то там компания электроснабжающая нас делала какие-то ночью ремонтные работы. Но около 6 утра опять включили. В общем, я сейчас никого не выключаю, все аэрируется. В общем, все. Видите, там какая по стенкам аквариума водоросль вот эта бурая села. Сейчас будем с ней бороться. Соберу, конечно же, с грунта все ненужное специальным приспособлением. Боже, какие некрасивые. А потом положу таблеточку специальную. Альгезит у меня. Сейчас я вам покажу. Я вам уже показывала. Вот такую вот таблеточку я ложу, в грунт закапываю. Тут у меня 54 литра, я одну закапываю. Мне где-то недели на 3 хватает. Водичка кристально прозрачно чистая. Жорка, ничего там не проверяй. Вот так я пылесошу дно аквариума. Этот конец смывает. В общем, сейчас одной рукой неудобно. Да, Жора, эту водичку лучше не пить, она плохая. У меня, ребят, конечно, привет. Рыбки с детства были разные. Папа занимался аквариумом, и я это все наблюдала. Папа даже зимой спокойно ездил на староконный рынок за рыбками. Представляете, девчонки и мальчишки? Так я собираю. Ребята, короче говоря, подмену воды делаю часто. По чуть-чуть отливаю. Но вот так вот именно чистить основательно, это я раз в 1,5 месяца, а то, ну да, надо, да, раз в 1,5, раз в месяц я это делаю. И тогда уже добавляю таблеточку альгезита. Такая у меня здесь пещера. Ну вот если бы не альгезит, у меня сильно-сильно разрастаются вот эти водоросли бурые. Была одно время вот эта борода. Ужасно, прям все было. И пещерка была в этой бороде. Ну вот это средство мне нравится. Может, вы знаете какие-то средства еще? Напишите в комментариях. Так. Ой, Жорку облила. Так. Фух,
Сейчас я возьму, у меня специальная губочка здесь для аквариума выделена. И я прям этой губочкой вот так вот мою вот эти стенки. Потом фильтр профильтрует. Есть, конечно, у меня и магнит вот этот, который чистит. Но я губочкой, мне больше нравится пройтись губочкой. Потом профильтрует фильтр, и я его промою. Тут проточный фильтр. Летом я эту сторону, которая выходит туда ближе к окну, я ее, конечно же, ребята, закрываю фольгой, чем-нибудь там, бумагой какой-то заклеиваю, чтобы свет не попадал, иначе цветет ужас как. Так, у меня здесь, кстати, растет еще один кустик. Это же водоросли растет. Там мне писали в комментариях к видео на другом канале про мой аквариум, что писали, ребята рассказывали, как называется эти водоросли, которые у меня еще живут. Я помнила, как они называются, они мне очень нравятся. Это единственная водоросль, которая может жить в моем аквариуме. Слушайте, какая красота в Одессе. Такие прям хлопья снега, прям супер. Я тоже люблю по снежку пройтись. Сейчас я просто с утра себе наметила кучу дел. И мы сейчас с Жориком все это быстренько сделаем. Рыбкам сделаем комфорт. Ой, я не домыла. И пойдем прогуляемся. Не знаю, как ему будет, может, некомфортно по снегу. Посмотрим, ребят. С утра у нас уже воздушная тревога. Что-то опять летит на порт. Ну, не что-то, БПЛА. БПЛА. Не знаю, может, уже отбой. Были слышны взрывы. А я смотрела видео разные. Доктора Комаровского послушала. Про то, как не надо часто мыться. Или это я в ТикТоке была, наверное. Да, в ТикТоке. Пила кофеек. И тут мне порекомендовался доктор Комаровский. Очень актуально, когда проблемы с водой и с электричеством. Такое видео, что смысл в том, что мыться, просто водичкой обмываться нужно каждый день, но не использовать никаких моющих средств. Вот в аквариуме не использую. Видите, какая мутняка, да? Но это нормально, рыбкам это нормально. У меня ж потек он здесь, видите, вот здесь вот потек. И мы клеем замазали. Вон даже разбухла тумбочка. Не знаю, я с ним аккуратничаю. Говорю, что не хватало, чтобы соседей затопить. 54 литра выльется на голову соседям. Так, так вот, он говорит, влияет на pH кожи. Использование горячей воды, надо тепленькой мыться, даже прохладной. Это не про меня. Вот все, что он говорил, как раз это все обо мне. Я люблю погорячее, побольше пены и подольше. А он говорит, надо быстро мыться, не рассиживать. То есть встали, он про душ говорил, встали под душ там 5-7 минут максимум. Я же пока весь бойлер не вылью, не успокоюсь. То буду мыться, стоять вот это. Наверное, я должна была быть по гороскопу не телец, а не знаю, рыбой. Так, все, выливаю сейчас и буду заливать чистую водичку. Альгизит же положу. Сейчас альгизит. Я прям закопаю альгизит туда, в грунт. Таблеточку. Вот у меня тут уже 2 использовано. Не дешевая, конечно, это химия, но нужная. Потом хотя бы... Все, вот я закопала вот там вот. Прикопала ее, песочек, камешки.
Все, поставила. Это вот, и там будет она промываться. Все, ребят, сейчас буду все это дело вытаскивать, мыть. Вот такая приспособа. Вы все знаете, у кого аквариум. Очень удобная. Собирать по дну вот это между камней весь этот ил. Так, короче говоря, моемся прохладной водой недолго, опять 7 минут. И стараемся использовать моющие средства как можно реже, только в местах проблемных. И подбираем их с умом, с хорошим pH. Вот так вот. Так, все, альгизит положила. Ой, мне еще 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мне еще надолго схватит этого альгизита. Девочки, у меня, я говорю, в детстве были и даже вот уже во взрослом возрасте, я вот по жизни с аквариумом, вот как родители был, вот у папы аквариум, он сам его склеил, сам его сварил, сам его склеил, очень долго возился. И там было просто такой был красивый уголок, там было столько у нас разных рыб, малинезии, золотая рыбка, гурами, сомики различные. На заднем плане были высажены вот эти, знаете, такие водоросли. Они такой стеной стояли. Этих гуппий и меченосцев, они живородящие, их было столько. Они там сами себе размножались. Аквариум был на 100 с лишним литров. И помню, как папа привез зима. Он со Староконки был в Одессе. Мы в пригороде жили. Привез за пазухой пакет или даже банку. Нет, все-таки пакет, наверное. И тогда не было пакетов, я уже не помню. Это 80-е, 90-е, конец 80-х. Привез, короче, рыбок, неончиков, махоньких таких. У нас до этого не было. Торжественным под нашим наблюдением мы все собрались, вся семья. Он их выпустил в аквариум. И мы пошли ужинать. Мама приготовила ужин, мы все папу ждали, но мы не думали, что он привезет рыбок. Вода была теплая, он согрел своим телом, он же за пазухой их вез. И мы их выпустили, посидели минут 10-15, за ними понаблюдали, как они осваиваются в аквариуме, для них в новой среде. Они попрятались в водоросли, рыбы все оживились. Короче, мы пошли ужинать. Ну, минут 15-20 мы обсуждали новости, впечатления от его поездки, поужинали, ну и побежали опять посмотреть на тех неончиков. А их нет. И довольные караси, вот эти, золотая рыбка, волехвосты, такие плавают и чавкают. Ну, понятно, но может быть это не они, может быть это самы. Вот когда лабиринтовые у нас были, которые поднимаются и заглатывают воздух. Короче, тут-то мы все и поняли. Слушайте, ну я не могу, ну такая красота, такая красота. Ой, а градусы поднимаются, ребят, уже 3 градуса. Сейчас просто снежная баба будет на ура. Вот слепить снежную бабу на ура. Вот выйду, если во дворе кто-то уже слепит, покажу вам. Я, конечно, лепить не буду. Ну, покажу. Думаю, сейчас на всех углах будут снеговики. В общем-то, неонов сожрали. Вот так вот. А уже когда у меня уже дети были, старший сын, у меня были тоже гурами, у меня были скалярии. Мне очень нравились скалярии. И потом я купила петуха и засунула его в общий аквариум. Он там такой устроил, ну вот этот петушок, бойцовая рыбка. В итоге пришлось его отсаживать. Отсадила его в 3-литровую банку. Он там себя прекрасно чувствовал. Вот если вы хотите рыбок и нет возможности, купите себе одного красивого петуха с таким, такого хвост у него красивый. Они есть темно-вишневые. У меня был такой лиловый, красивый. И я ему подставляла зеркало, вот прям к нему. Он видел себя, весь надувался, вот такой вот становился. Они бойцовые. Он воспринимал свое отражение, ребят, как своего соперника. Это было нечто. И начинались в банке в 3-литровой бои.
со своим отражением. Это было смешно. Короче говоря, разные были рыбки. Ну вот сейчас у меня тернеции, разноцветные. Причем если они, вот у меня как-то они недолго живут. 1,5-2 года. Не знаю, как на самом деле, как у вас, у кого есть они. Но у меня недолго, но они, потом я их докупаю или муж докупает. Разные цвета мы любим. Вот сюда бы еще бурячка прикупить. Нету бурячного цвета. Видите, какая мутная вода. Это фильтр так. Фильтр у меня не мощный, надо будет поменять. Ну, для моего аквариума хватает. Короче, такой, знаете, уголок живой природы. И Жорка. Жорка слушает и пошел улегся. С утра уже набегался. Пацаны мои поехали. Называется, нашли время. Закончилась картоха, закончился лук. Поехали на початок, на рынок наш. И затарятся. Пока нет гололеда, пока нету мороза. Говорю, купите по небольшому мешочку, поставим в кладовочку. В общем, вот так, друзья мои. Все, сейчас все доделываю. Вечером вам покажу, какая будет красота через время, когда это все уляжется, профильтруется. Посмотрим, таблетка подействует. Посмотрим, какая будет красивая прозрачная водичка в аквариуме. Все, иду добавлять новой воды, чистенькой. Ребята мои приехали, привезли провизию с базара, с рынка. А вы любите яблоки так, как их люблю я. На неделю морозов как раз хватит. Я не знаю, сколько здесь килограмм. Ну, наверное, килограмма 3 точно есть. Говорю, главное, помороженные не привезите. Померзлые. Не, классные. А пахнут, ребята, вообще класс. Ребята, Жорик пошел гулять с мужем. Пока я тут с аквариумом занималась. Смотрите, на кондиционере снежок. Кстати, моя солнечная станция пока не работает. Понимаете? Ну, вы понимаете, света-то нет. Ну, естественного. Солнышко. Ждем солнышко. Девочки там мне писали, что Аня, жди солнышко. Жду солнышко. Короче, сейчас покажу вам, как Жорка радуется. Первый раз ребенок вышел вот на снежок. Класс. Вот это снег, да? Скажи, вот это класс. Слеплю снежок. Вот Ух ты, класс. вообще мокрющий. Вообще. Дороги все... Каша на дорогах. Вижу дети на санках. Я своим говорю, пойдите в гараже сани возьмите. А сын говорит, да, не хочу. Ну, я говорю, и зря. И зря, потому что ты сейчас увидишь, что все с санками вышли, сейчас тоже захочешь на сань. Ой, я сейчас тоже пойду погуляю попозже. Ой, какая красота. Надеюсь, Жорка не замерзнет. Как у вас там снега? Сколько сантиметров? Сегодня смотрела видео различные, пока завтракала. А там народ показывает, как машины откапывают из снега. Говорит, выезжаю. Такой мне в ТикТоке. Это самое. Ой, класс. Выезжаю, говорит. В марте буду. У нас такое вряд ли будет. Так. Нас с первым снегом, вас тоже. Но у вас, наверное, уже не первый, далеко не первый. Это у нас так первый. Пока я с вами трындела, выключили электричество. Так, я все успела. У меня только сушильный аппарат еще не досушил. Не, ну вот обязательно что-то произойдет. Сейчас прочитаю в чате дома. Там сразу обязательно напишут, что происходит. Наверное, еще рано. Рано. Так. Свет минус. Отвечают. Охренеть. Ну, блин, ребят. Ну, что делать? Что делать? А сколько ж время? 12 часов. Да. 12:05 выключили. Ну, посмотрим. Будем ждать. Сейчас бесполезно в чат-бот писать, они одно и то же пишут. Они могут даже написать в чат-боте, что по вашему адресу не зафиксировано отключение. Типа, что у нас он есть. На самом деле у нас его нет. Но я, в принципе, все успела. Все успела, только теперь мой аквариум вот в таком вот состоянии. Рыбы.
Ну, я вам водичку это самое подменила, все нормально, поэтому ничего страшного. Будем ждать. Наконец-то я вышла на улицу. Мы все разбежались. Не с кем было Жорика оставить. Жорик уже нагулялся. Слушайте, пришел, лапы все налипло снега. Я жалею, что я не купила ему вот этот специальный воск для лапок, которым натираешь. Но у него на шерсть налипло. Наморозилась куча снега. Прям льдинки. О, уже на санях все. Здорово. И получается, что ничего не получается. Он замерз в ножке, в лапке. Смотрите, какая красота. Замерз в лапке. И не хотел даже идти. На руки его взяли и принесли, доставили домой. Так. Вижу уже кое-где снеговиков. Ну, тепло. У нас очень тепло в Одессе. В районе 0. Может, вечером, конечно, будет минус на ночь. Ну, конечно же, будет. Но у нас минимальная, наверное, температура будет где-то в районе минус 4 ночью. Минус 4, минус 5, где-то так. Ну и, в общем-то, посмотрела новости, там в Киеве коллапс. И минус 12, и еще ниже будет температура. И после налета РФ проблемы с отоплением, со светом, с водой. Мы, конечно, тоже это все проходили. Нет ни одного города, наверное, в Украине, которого бы такое состояние не коснулось. Все через это проходим. Ну ничего, ребята, держимся. Вижу снеговика. У нас тоже вот сейчас света еще нет. Когда включат, не знаем. Запасы воды есть. Тепло. Мы, думаю, не замерзнем, даже если что. Потому что у нас южный регион. Оденемся, все будет нормально. Вот, смотрите, нашла я снеговика. Вот это да! И слушайте, тут у него прям приманка для белочек. Шапочка из орешков, пуговички из лесного ореха. Это прям, чтобы белочки прибежали. Здоровски. Позирует сегодня мне вот такой снеговичок. Вам привет из заснеженной Одессы. Видите, у нас солнышко пробивается. Дети уже на горке, на санях. Такие вот дела, ребят. Фух, примчалась домой через полчаса после прогулки. Купила гранат. Видите, такое ж. Занесла домой, и они прямо стали мокрые. С холода, с морозца. И мандарины купила. Ну, купила где-то килограмм мандарин по 100 гривен. Но мне кажется, что они прихваченные. Там кто его знает. Гранат он мне разрезал. Такой красный. И бананчики купила. И варю тыквенную кашу. И надо еще сделать ужин, потому что пока еще есть свет. И не знаю, когда выключить. Правильно? Правильно. Так, всех обнимаю. Всем мирного неба и всего самого-самого наилучшего. Малой пришел весь мокрый. Полностью все стираю сейчас с него. Весь мокрый. Валялся в снегу. Это радость детям. Смотрите, какая чистая водичка. Рыбки радуются. Ай, 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 ай. Красота. Классно, да? Вот заметила, что в этом углу, там, где меньше света, эти водоросли не так портятся и лучше растут. Ну, вообще не медленно растут, но вот там на свету сильнее они пропадают быстрее.